А как там Кармайн? Интересуется, как ты. Передавай мои наилучшие пожелания. Всем привет! Сегодня я хотел бы записать ролик, который сделан предпочтительно для людей, которые уже играли в StarCraft, особенно для тех, кто ливнул перед иксом и, возможно, в начале икса, но и обычному игроку, который никогда не играл в StarCraft, или, как его теперь переименовали, StarZone. Это тоже будет полезно для того, чтобы понять, что его будет ждать в будущем, если все-таки он захочет в него поиграть. В дальнейшем я приведу список самых больших изменений, какие плюсы, какие минусы они привели за собой, чтобы вам было все это удобно и быстро посмотреть и обработать. Первый пак вопросов, который я хотел бы обсудить, это Open World и его проблемы. Так как игра все еще имеет в основе своей геймплей именно в Open World изначально. StarCraft развивался именно на Open World геймплее, хотя сейчас разработчики стремятся отойти от этой формулы, добавляя бесконечные временные активности, какие-то сессионки, ивенты, но тем не менее пока что это все еще Open World. И тут у нас есть три проблемы. Первая из которых это Дикий Север, который является попыткой вернуть Север с перестройки в частично новом обличии, возвращая туда некоторые механики с ОФТ, такие как установки. В целом, справляется он не прям уж плохо, то есть нельзя его назвать полностью провальным, но есть много минусов, которые сейчас стоит подметить. Что важно, разработчики фиксят, в последнем патче произошел фикс силы мутантов, фикс силы мобов шепота. Не то чтобы это был прям какой-то прямой фикс силы, но фикс потов произошел. Так что в целом Дикий Север играется нормально, если вы играете в пачке. Соло для вас эта локация будет, естественно, адом перманентным, потому что там бегают исключительно люди в отрядах от 3 человек плюс, поэтому лишний раз в соло туда суваться не стоит. Однако, как PvP геймплей, очень даже ничего. Можно интересно побегать, постреляться, в принципе, заработать денег. И видно, что разработчики сейчас пытаются частично его подфикшивать. К тому же недавно шла речь о том, что будут добавлены соло-сервера, которые будут тестироваться на Диком Севере. Об этом заявил один из геймдизайнеров на стриме недавнем, что не рассматривают такую возможность, и, скорее всего, она появится. Так что верим в лучшее. Следующий пункт – это Мертвый Юг. Этот пункт именно для тех, кто играл на ОФТ. Почему? Потому что на перестройке Юг тоже уже был мертв, то есть на нем никто не играл, но тем не менее он еще хоть как-то использовался для того, чтобы фармить бартер предыдущих веток. Но в данный момент они заявили о том, что хотят сделать Юг релевантным для мастеров, то есть мастерские игроки прокачанные смогут возвращаться на Юг и благополучно его лутать. Но это все будет в рамках такого, знаете, более-менее PvE формата. Особо никаких больших заявлений не делали, поэтому трудно сказать конкретно, что там будет. Но я подозреваю, что это будут что-то вроде сигналов, может быть, какие-нибудь данжи или тайники. Но на данный момент, когда я записываю этот ролик, Юг, в принципе, мертв. И когда его переделывают, неизвестно. Поэтому, да, это огромная проблема, потому что Юг занимает 70% локаций игры, и никак их не использовать, это, конечно, глупо. Следующий пак – это сезонные активности, который в целом продолжает мой тейк предыдущего пункта. В чем проблема? В том, что разработчики убирают почти все свое внимание с развития, углубления основной игры, Open World и ее механик в угоду бесконечных ивентов, которые повторяются и часто не являются тем, ради чего люди изначально приходили в StarCraft. Возьмем за пример последний так называемый Open World ивент, это Изнанка, у которой, по сути, весь геймплей сводился к тому, что вы убиваете мобов, потом запихиваете лут с этих мобов в установку. То есть каких-то реально интересных геймплейных механик и систем не было добавлено. Это все еще та же бесконечная зачистка болванчиков. При этом нужно понимать, да, что в StarCraft бартер – это основной способ развития, и он заключается в том, что ты фармишь этих болванчиков. И тут тебе докидывают еще один ивент с фармом тех же болванчиков в Open World. Поэтому, скучно, да и те люди, которые хотели бы полутать локации, на которых происходил ивент, та же кузня, да, они столкнулись с проблемой того, что их ПКшат, с огромным наплывом игроков, что тоже поруинило им цикл игры, потому что они просто хотели пофармить, но бегает огромное количество игроков, очень много, опять же, ПКшат, у тебя нет нормальной возможности фармить, так что да. Идея добавлять ивенты в Open World в принципе интересная, но не в реализации, которая просто, по сути, дублирует изначальные механики, ничего нового не принося. Если говорить про другие ивенты, то, например, Периметр, многие хвалили, насколько я знаю, сам я его не тестил, но в основном отзывались о нем все-таки хорошо. Рейхстаг, к слову, тоже один из последних, позволял быстро выформить сезонные уровни и в целом был хоть каким-то разнообразием. Да, все еще сессионный ивент, но немножко разнообразнее был геймплей, всякие штучки там потестили. И мог бы быть полезным для тех, кто хотел фармить сезонки, не теряя КДшку. Так что, в принципе, польза была. И вообще, в целом, я хочу сказать, что ивенты – это нормальная вещь. В целом, да. Никакой проблемы они не создают для игр. Они идут в пользу. Но не тогда, когда они сделаны настолько во вред основному геймплею. Почему? Потому что разработчикам просто не хватает сил даже отшлифовать ивенты,
И что уже можно говорить про какие-то апгрейды для обычной игры. То есть для обычного опена, если это не графические изменения или не изменения в виде бесконечных перестроек юга, мы получаем обновления крайне редко. А если даже и получаем, то хотфиксы к этим обновлениям тоже выходят спустя 2-3 месяца, хотя по-хорошему их можно было бы реализовать за несколько недель. Следующий пункт, о котором, скорее всего, слышали игроки, даже которые больше не играют в StarCraft, это то, что в игру добавили операции. По сути, это варфейсовые рейды в изначальной своей задумке или что-то похоже на Destiny рейды. И что я хочу сказать, надо отдать должное. Операции в целом, как для отдельного отдела, сделаны хорошо. И даже первое время, когда вы в них играете, вам кажется, что это next level по сравнению с остальным StarCraft'ом. Но тут тоже зарыта собака. Во-первых, это очень приедающийся контент. То есть вы можете провести в операциях без надоедания, но может часов, не знаю, 40-50 максимум. Потому что это всего лишь 3 одинаковые операции, у которых нет никакого изменения в том же левел-дизайне. Хотя, казалось бы, да, такой простор сделать полурогалик. Можно было бы поменять и расположение врагов, расположение каких-то объектов, комнаты, но этого не происходит. То есть в StarCraft'е как бы операция, она всегда у вас статична. А модификаторы, которые туда добавляются, ну, скажем честно, не являются какими-то прям, ну, изменяющими core геймплей, да. Так что основная проблема операции — это конкретное приедание к ним. Можно было бы, в принципе, это затерпеть, если бы операции не были бы душными в плане задач. То есть, тот же Destiny привожу, да, почему приятнее в него играть. Я сейчас говорю не про рейды на большое количество человека, а именно вот базовые Destiny, базовые вот эти сессионные движи втроем. Там все очень просто. Ты идешь, убиваешь врагов, противников, да, с приятным геймплеем. В StarCraft же тебе нужно запоминать цвета, запоминать комбинации. Нужно рассчитывать на то, что если вы играете с рандомами, что вам придется терпеть их ошибки. И вы можете просто потерять десятки минут подряд спокойно. И никакую компенсацию вы за это не получите. Также маленький минус, но все же хочу озвучить, то, что операции не связаны с общим лором. То есть, когда вы на них зайдете, по крайней мере, практически на все эти из этих, 2 из 3 операций, в целом вы прочувствуете нарративный диссонанс. Из плюсов, то, что это, во-первых, попытка в новый контент, который в первое время даже неплохо работает. Второй плюс — это супер высокие награды. Я думаю, это сейчас, в принципе, единственная вещь, почему операции все еще продолжают играть, потому что действительно можно много очень заработать, не выходя с базы. Плюс к операциям подвязана механика модулей, благодаря чему еще можно кастомизировать свою пушку. Хотя, конечно, вы можете купить модули просто на ауке, игнорируя операции, но все же это какой-никакой симбиоз механик, за что стоит все-таки похвалить разработчиков. Сам я в целом поиграл в операции, может быть, часов 100-150, и мне этого хватило, чтобы больше этим не заниматься, потому что это супер душно, хотя и супер выгодно. Если вы, конечно, готовы супер гриндить и готовы закрывать глаза, да, все ради недельных бонусов, то, в принципе, операцию стоит играть. Но для обычного игрока такой контент — это 50 на 50. Четвертый пункт — это изменение баланса экономики. Можно было бы их разделить, но все же решил собрать их воедино. Тут, на удивление, в целом ситуация больше позитивная, если мы говорим про баланс, потому что относительно недавно вышел патч дистанций, который, в принципе, почти сделал ту же игровую систему, когда автоматы могли убивать на большую дистанцию, некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше, но в целом где-то в районе 20-25 метров. И с этой стороны, на самом деле, действительно стало лучше. Токсичных пушек в целом практически не осталось, дробовики довольно сильно зарезали, поэтому сейчас они играются в целом нормально, но они стали точно не такими токсичными, как они были. Снайперки тоже в целом неплохо подрезали. Не видишь постоянные шоты с них, хотя все еще останова очень сильно душит, но в целом какой-то выделенной меты нет, что радует в целом. С другой стороны, есть экономика, с которой все намного хуже. Почему? Из-за высокой, я бы сказал, даже гиперинфляции, которая произошла из-за бесконечных добавлений ивентов, которые позволяли людям фармить средства очень стремительно, также из-за в целом большого количества пассивных заработков, как те же операции, которые привели тоже очень много валюты в игру, валюта стала цениться меньше. Что еще интереснее, это то, что насколько сильно обесценился лут, да. В том же Open World вы постоянно будете встречать штурмы в огромном количестве, потому что любой человек способен их отфармить через талоны, так как для талонов не требуется каких-то особых навыков, просто любой чувак, который играет, может за год пассивного фарма заработать себе на штурму бесплатно. XBG, конечно, пытались как-то что-то придумать, сделать там плату к талонам, если у тебя не все и так далее, но это просто полумеры, и в этом случае эти полумеры никак не останавливают людей. Так что да, с экономикой проблемы большие, если честно, позитивных откликов на нее я не вижу, разве что там будет полное обесценивание уже существующих легендарных шмоток.
и добавление какого-то нового тира, но по сути это будет просто плевок в лицо всем тем, кто фармили до этого предметы, что приведет к нытью, приведет к ливам из игры, что XBG крайне не любят, поэтому им нужно как-то из этого будет выкручиваться. Так что да, пункт баланса экономики в целом позитивный, но частично и не очень. Если подытожить все вышесказанное и добавить еще несколько тезисов, то ситуация получается довольно неоднозначная. С одной стороны, разработчики действительно много чего обещают переделать, и часть этих изменений потенциально может повлиять на итоговую оценку игры в более позитивную сторону. Например, я уже говорил о тесте соло-серверов на Диком Севере, об этом говорил Ренат. И на первый взгляд действительно может спасти ситуацию в многих моментах, особенно для игроков, которые хотят нормального, осмысленного PvP геймплея без большой команды. Потому что в идеале ты должен чувствовать ценность своей жизни, ты должен понимать, что если ты куда-то бежишь, рискуешь, вступаешь в бой, то у тебя есть шанс получить достойную награду. И при этом тебе не обязательно бегать в большом отряде, чтобы вообще иметь возможность нормально играть. Сейчас такой возможности по сути нет. Твой предел как соло-игрока — это либо Лиманск, где выгода достаточно спорная, особенно если не лутать тайники, либо Кузница, где также выгода вызывает какие-то вопросы. Есть еще хоумлоки, но это уже фактически full PvE, а это значит для нас, если мы говорим именно про PvP опыт, этот вариант уже не подходит. Также очень сильно удручает медленный темп разработки. Например, хотфиксов, которые на Диком Севере должны были выйти практически сразу, пришлось ждать примерно 3 месяца. При этом проблема поднималась и на стримах разработчиков, и в роликах, и на форуме. То есть информация была, обратная связь была, но реакция все равно заняла слишком много времени. И вот только спустя 3 месяца, да, произошел фикс, который по ощущениям можно было бы сделать спокойно за неделю. Возможно, ошибаюсь, возможно, там были какие-то внутренние сложности, но со стороны это выглядит именно так. Чтобы не скатывать ролик в полный хейт, я бы сказал, что сейчас соотношение стоит ли возвращаться и не стоит ли возвращаться, для меня примерно 40 на 60, и 60% все-таки в пользу того, что возвращаться пока что не стоит. Потому что корневые проблемы XI исправлены не были, геймплейная бедность никуда не делась, какие-то подвижки, безусловно, имеются, возможно, появились отдельные QL-фишки. Да и в игре все еще можно найти чем заняться, но это явно недостаточно, чтобы уверенно сказать: давайте, парни, возвращайтесь, игра стала сильно лучше. Как-то так. Всем спасибо, что посмотрели. Удачи.